Наконец-то. Наконец-то. Это круто. Ой. Я не знаю, как передать. Оно прям пахнет огурцом. Блюдо было такое, лодочкой называлось. Берешь картошку напополам, нарезаешь, кусок сала, зубочисткой протыкаешь. Вы этого ждали, вы это просили. Мы съели в кафе, а покушать вкусности заказали тортики. Свели возле дома вечер воскресенья. Это я заказала. Смотрите, как он красиво выглядит. Это у Егора чизкейк. Что там написано, поверни? Это название кафетерии, наверное. Да, итальянской. Чаек с лимоном. Егора Пепси с пепси. с сахаром и калориями. Какой мягкий. Ой-ой-ой. У меня похоже на птичье молоко. У меня тоже с желатином, да, таким? Да-да-да, и они все вот эти, они все мягенькие такие. То есть он как желатин. И этот тоже все прям у меня тоже с желатином. Как у тебя? Нравится? Необычно. Вкусно, но необычно, да. Ты можешь мой попробовать? Ну, естественно, я его попробую. Да и ложку такую мощную возьму. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Он легкий, а чизкейк он довольно такой плотный, сам по себе по текстуре. Ну а я иду сейчас делать МРТ. Вот, немножко тороплюсь, опаздываю, пойду пешком. Егор остался дома. Приду, все расскажу. Вот, будет у меня МРТ к лету. Наконец-то. Наконец-то. Вот, все, держу связь, держу в курсе. Решила пройти через красивый парк. Ну, там детская площадка. Пальмы, деревья. Некоторые желтые, некоторые не пожелтели, потому что не опадают листья при холодной температуре. Очень классный, такой миленький, большой. Вот главное, что большой. Много скверов, да? Мы знаем, как... О, а там футбольное поле. Там, наверное, футбол играют. Я услышала просто свисток. Ну вот. Вот это дерево опадает. Клен. Так вот. Самое интересное, что таких больших парков очень-очень мало в больших городах. В Буэнос-Айресе они есть. И это круто. Ой, я упала. Чуть не упала. Забавно и весело, потому что я пришла, сказали технические проблемы, МРТ переносится. То есть на почту они мне любое сообщение, напоминание через каждые 2 дня, что у меня будет запись, они делают. Но о том, что техническая проблема и у меня запись отменилась, мне не сказали. Боже. И вызвала такси, сейчас, короче, поеду домой. Просто так. Собралась, просто так накрасилась, просто так съездила. Через 6 дней ждем. Будем пробовать еще, пока не получится. Так что не пропускайте влоги. Смотрите. Вы этого ждали, вы это просили. Мы пробуем местные сладости. Сейчас мне Егор поможет. Ассистент. Помогите открыть. Первый цвет дурацкого дешевого шоколада, надо сказать. Пока что на первый взгляд как заветренная немного, знаете, вот бывает. Так, ломкость. Ломкость, еще раз повторяю, высокая. Вот такими дольками огромными идет. Тоненькая. Пахнет как дешевый шоколад. Мое профессиональное чутье. Ну, внутри твердо так же, как и снаружи. Он как, знаешь, он как кондитерский какой-то, который вот мы брали, натирать там на тортик. Он вот на него больше похож. Согласна. Проверку на вкусность не прошел. Брауни, это ингредиенты для брауни пишутся. То То есть он, скорее всего, кондитерский.
Ахулия Семи Марго, 150 грамм Демонтека, чтобы это не было 0,0, не знаю, что такое. Арина, наверное, все. Что это женщина? Чтобы она это все сделала 100 просто. грамм Арины хотя бы, да. В общем, кондитерский шоколад. Нечего добавить просто. Так, а я тут в процессе готовки хотела вот немножко сказать про вкус помидора и вкус огурцов. Точнее, мне хочется передать их запах, потому что в основном здесь помидоры такие немного кисловатые. Ну, у них сорт такой, видимо. Не знаю. И сам вкус у помидор, ну, они даже немного зелененькие. И вкус у них такой... Но я не могу передать, вот честно. Вот она такая зелень помидорная, немножко кисленькая. Ну, то есть ты не думаешь, что это недоспелый помидор. Такие вкусные, такие вкусные. А вот запах от огурцов, я не знаю, как передать. Оно пахнет огурцом. Боже, это огурец. Мы сели в бургерную. Вот это, если что, за деньги. Обычно потом в чеке вылазит, сколько мы должны за такое накрытие стола, так сказать. Вот такая вот пицца. Вообще я заказываю с хамоном. Ну ладно, это то же самое, да? Хамон и сыр. Вот пицца мне принесли вот такую вот. Это Егора бургер. Какой-то он там с беконом, да? Это наш с тобой бургер. Это наш бургер. Наша пицца. Попробуй хоть что-нибудь. Картошку. Вкусно, как из духовки дома, в духовке. В детстве папа запекал. У них с его другом. Они каждую пятницу сидели и играли в нарды. И блюдо было такое, лодочка называлась. Берешь картошку напополам, нарезаешь, кусок сала, зубочисткой протыкаешь, в духовку накладываешь вот этих вот корабликов, чуть-чуть подзапек, там сало растеклось и кушали. Вот вкус похож на ту самую запеченную картошку, только без сала. Я попробую пиццу. Там снизу смешно висит просто кусочек. Ну как? Сыр вкусный. До хамона не добралась еще? Неа. Ну это обычная колбаса в супермаркете. Даже по виду типа видно. Это это- ветчина, да, у них? Называется пицца хамон. Ой. Ну и все. Так, что еще хотела сказать? Все, спасибо за подписки, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Смотрим дальше влог, смотрите до конца. Так, ну что, хотела бы немного рассказать вообще о косметике, которой я здесь пользуюсь. Мы сейчас говорим об уходе за кожей лица в основном. Самое интересное, что эта косметика аргентинская. Я привыкла там пользоваться французской косметикой. И это там пенки, это тонеры, это крема увлажняющие, освежающие. В общем, все вместе. Но у нас здесь в 2 раза дороже. Вот. Одна из рекомендуемых косметологами, не знаю, тут русскоязычные, вот именно конкретно, это Excel. Вот такая вот фирма. Стоит 18 тысяч песо. Примерно покупали за $18. И вот этот крем, он... Так, такой фон, конечно. С обувью, что ли. Давай, о. Вот этот крем вроде неплохой. Он с алоэ вера, с витамином Е. Давайте посмотрим на текстуру. На саму текстуру. Вот она. Если взять, сделать на пальчик. Ну, такая вот она, гелеобразная. В принципе, она супер увлажняет. Так, смотрим на мой палец. Короче, я не бьюти-блогер, но одно могу сказать точно. Здесь можно пользоваться косметикой. Я пока ее не нашла. Нет, вот Excel и Лидерма — это 2 косметики, которые, рекомендуют. Но слушайте, вот если кто-то смотрит и кто-то пользуется косметикой в Аргентине, Excel или Лидерма, подскажите линейки. Просто хороший, увлажняющий, там для комбинированной кожи, там для какой еще? Для зимы, вот. Я лично взяла вот этот Excel. Но пока что я пользовалась им сколько? 5 дней. Эффект
увлажняет, вроде увлажняет, кожа не шелушится, потому что здесь мы пользуемся чем? У нас нет теплых полов в этой квартире, и у нас нет отопления, центрального отопления здесь. У нас есть, ну, вот такой вот зверь. Сейчас его покажу. Вот такой вот, который фигачит. И мы его оставляем на минимум ночью возле кровати. И, соответственно, в комнате сухой воздух. И нужно супер увлажнять, особенно на ночь. А линейка Лидермы, любая линейка, почему-то у них написано, что там антивозрастная. Ну, как-то, не знаю, мне кажется, что мне еще рано этим пользоваться. Ну, то есть вот такими вот мощными, где гиалуронка, где кислоты, туда это все набухивают. Я придерживаюсь того, что меньше трогаешь, ну, лучше становится. Пусть он будет просто увлажняющий, какой-то очень мягкий, нежный, суперский крем хорошей медицинской фирмы. Французскую хочу порекомендовать. Дюкрей и Сиравы. Две хорошие косметики для меня. Мне нравятся они. Они супер защищают и увлажняют. Я бытовой блогер. Вот я чем пользуюсь, вот то и рассказываю. Что нравится, то рекомендую. Не нравится, не рекомендую. С вас комментарий. Чем лучше пользоваться в Аргентине? Какая хорошая линейка для молодой, хорошей кожи? Ну, я думаю, что у меня еще молодая кожа. Не то, чтобы прям много морщин, ну, сами понимаете, да? Угу. Едем смотреть квартиру. Уже несколько квартир просмотрели. Никакая нам из них не понравилась. Надеемся, что это именно наша. Оп, и тут будет склейка. Оп! Вот я. О! Такой взяли один. И вон с нутеллой. Пока Егор не Говорит, съел. кушай. Не дает есть, пока не снимет. Как Ну, так? естественно. Как мы еще покажем его? А вот у меня, у Егора классический, Алена Нутелловна. Вот, с нутеллой. Говорят, здесь самый вкусный такой вот а-ля синнабон. Че, как? Похож? Вкусненько. Ну, немного другой, но похож. Вот. Кофеёку я попробовала, мы уже взяли 2 кофейка. Довольно вкусные. Вот комбо кофе плюс синнабон стоит 7000 песо. На-на-на-на-на. Мне понравилось. Егору тоже понравилось. У меня было с нутелкой, так все. Нутелка сладостью отдавала. Вот. А сам такой синнабон, там была корица, была мягкая булочка. Классическая вкусная была, с нутеллой не очень. Очень. С нутеллой очень вкусно. Нутелла, она ничего не может испортить, мне кажется. Ничего, рекомендуем это место. Вкусный кофе и вкусные синнабончики такие. Мы покушали синнабон. Ну, говорят, самый вкусный в городе. Поэтому я не смогла там записать. Там было типа как мы сидели на улице, и нельзя было просто внутри. То есть ты или с собой берешь, или на лавочках ты кушаешь этот синнабон. Посмотрели мы квартиру. Квартира очень хорошая. Квартира теплая. Там есть отопление. Машинка стиральная. Она стирает и сушит. Все есть. Комната соединенная, точнее, отдельно кухня, отдельно комната типа зала. И отдельная комната со шкафом и с двуспальной кроватью. 9-й этаж. Все хорошо. Стоит $550. Плюс там комиссионные надо будет заплатить, свет, газ. Ну, свет, газ порядка 20 тысяч песо, что типа не очень дорого. И то это высшая планка. Но, хотя, какое но? Давайте я продолжу просто говорить про условия, и я скажу, что но. Правда, в конце нам сказали, что комиссия не 12,5% годовых, а 20%. То есть ты заключаешь договор и платишь там от контракта 12,5% агентству местному, или же ты платишь 20%, иногда это без комиссии, если ты напрямую связываешься. Вот. И русскоязычному агенту еще платишь $200. Но это вот такие условия у нас здесь.
Там есть место для гриля, где можно посидеть, приготовить, покушать. Наверху обалденная крыша с бассейном. Великолепно, правда? Правда. Вид обалденный, потрясающий. Летом плавать в бассейне вообще, типа, говорят, люди иногда только этим и спасаются. Но она очень шумная. Ну, во-первых, то, что мы узнали, 12% годовых, да, вместо 20%. Точнее, наоборот, да, 20%. Это довольно очень много. Выходит, ну, все, мы так посчитали примерно, $700 платить каждый месяц, ну, как будто не очень хочется. Вот. Ну, понятно, кому хочется платить много денег и жить в плохой квартире. Вообще хочется мало платить и жить в идеальной квартире. Ну, это так, бесплатно только сыр в мышеловке. Угу. Сама квартира выходит на авениду, на большую авениду с машинами, автобусами, и они ездят бесконечно. И нам сказали жильцы, которые там живут, что квартира очень шумная. Не квартира шумная, а квартира находится в очень шумном районе, и жильцы там очень плохо спят. И это единственный минус пока что, ну, как бы сумма и вот это шум, а в остальном мы такие, ага, мы там искали к чему придраться, но вот так в целом очень хорошо. Поэтому как-то вот грустненько с этим. Мы-то хотим снять на год, а если снимать на год, она должна быть перфекто. Она должна быть теплая, она должна быть уютная, там должна быть ванна, стиральная машина, микроволновка, большая кухня, 2 комнаты, зеркало, туалет, большая двуспальная кровать, удобная. Ну, хотя бы так. Вот. Начинаем с этого. И все, как бы, да, остальное не так важно. Ну, и, конечно же, хорошие районы, чтобы там рядом были магазины, парки, желательно там, не знаю, в центре где-нибудь. Ну, запрос большой, но я думаю, что он, что мы сможем его реализовать. Мы сможем найти квартиру, та, которая нам очень нравится. Квартира, приди к нам. Хорошая квартира, пожалуйста, дай нам в тебе пожить. И комики собираются в одном месте. Что за слизь? Картошка в желудке дает слизь, что не слышал? Выглядит все вкусно, боже мой. Не жалей. Банан. Вот туда надо будет заходить. Отсюда пришла, и там несколько таких кабинок. Я не играла в эту игру, меня заставили.